And we are back in Donetsk, the capital of the Donetsk People's Republic, one of the two breakaway regions that broke away from Ukraine in 2014 and has been at war with Ukraine for over the last 7 years. Now, as you can see behind me, we're here on this attic of this civilian home, and you can see the war has not stopped. Just hours ago, a Ukrainian shell came down and exploded on this roof. And as you can see, this isn't an old roof. This might be an old home, but this home was also hit by Ukrainian shelling in 2015. We can see the damage here. In that direction, just over a kilometer, is Pesky, where Ukrainian positions are. Also in that direction are Ukrainian positions, and Adevka in that direction. Now, we can see how Ukraine is constantly, almost daily, shelling civilian areas. We're going to go downstairs. We're going to talk to the owners here about what really happened and talk to their children about what the moment was like when this Ukraine shell came down on their home. And we're going to talk to the neighbors, because it's not just this home. It's said that 7 homes were hit by shelling early this morning. And at least, we're told, 3 civilians were injured. We're going to find out all the facts here and bring you all we can. And also keep in mind, today is election day for Russia, and the people in Donetsk that have been given a Russian passport from Russia are able to vote here in Donetsk, and that started almost at the exact same time these shells came down here. So was this a gift for election day from Ukraine to the people that have taken the Russian passport here in Donetsk? Only they know, and they say they don't shell residential areas, but you see here behind me, that's a lie from the Ukrainian government. So let's go get some more information on what's really happening here in Donetsk. Можете представиться? Марина. А можете рассказать, что произошло, когда началось, долго продолжалось, какие последствия? Началось, может, без 15:07 где-то так. Но нам прилетел снаряд в 7 часов, может, минут 5-8. Ну, недолго, быстро закончилось. Еще минут 10, может, 15 постреляли, и все затихло. Дети спали, старшую дочку будила в школу, но она еще решила полежать. Слава богу, что осталось полежать, потому что как раз на кухню нам прилетел снаряд, где мы с утра все и находимся, всей семьей. Ну и все, что так сказать. Откуда это стреляет? Ну, укропы, я не знаю, с того направления, где они стоят со своих позиций. Угу. И как вы знаете оттуда? Приезжали люди, которые фиксировали обстрел. Я у них спросила, говорю, с какого направления прилетел снаряд. Они мне сказали, ну, судя там, как у меня залетел осколок, получается, он наискось пошел, следовательно, с той стороны. Угу. Только ваш дом пострадал? Или Нет, пострадало вроде 7 домов, сказали, еще в соседних улиц. И раненые есть, у нас тоже соседа ранила. Ну, живой, слава богу, в голову осколком задело. А много раненых? Ну, как мне известно, 3. Я не знаю, это то, что соседи говорят. Вот вроде бы 3 человек раненых. А там, может, еще, ну, дай бог, чтобы больше их не было, людей. И как вы думали, почему украинские войска стреляют на гражданский поселок? Это гражданский, да? Ну, конечно, люди. Ну, я не знаю, наверное, потому что придурки они. Зачем они стреляют уже 7 лет? Многие связывают это с выборами в России. Выборы ж начались сегодня, правильно? Ну, люди связывают с этим событием. Поздравляют таким образом, наверное. И вот нас поздравили, да? Ну, не только нас, мы ж не одни. Вы будете голосовать? Я вообще не планировала голосовать. У меня нету еще паспорта российского. Это твоя дочка? Это моя старшая дочка, да. Младшая еще 1,5 годика. Она сейчас у бабушки, ее к бабушке отвезла. Ну, потому что она маленькая, ей нежелательно находиться. Она была здесь тоже когда-то произошло? Что? Дети, да, были здесь утром, они спали вдвоем. Когда это случилось, потом утихло все, я собрала. Старшая осталась с папой помогать ему, а младшую дочку я отвезла к своей маме. Она сейчас у бабушки находится. Ну, там поспокойнее. Был страшно, да? Ну, конечно, паника начинается в такие моменты, очень страшно. Не знаешь же, куда это, коснется тебя, не коснется. Страшно.
И что вы думал, что будет дальше за Донецк? Без понятия. Мне кажется, этого никто не знает. Хотелось бы, конечно, чтобы это все закончилось быстрее. Хотелось очень. всем Уже хочется. 7 лет, да? Да, 7 лет. Но же еще 7. Да не дай бог. Не дай бог. Я бы хотела, конечно, мое личное желание, чтобы они собрались все дружно, эти товарищи, и уехали к себе на родину, кто откуда, и там нравится им, стреляют, пускай друг в друга или в себя. Ну, я бы хотела, чтобы тут был мир, это все хотят. Что надо произошло за мир здесь? Что надо? Что надо, чтобы был мир, чтобы все поразъезжались, и чтобы не было им интересно воевать. Что люди, местные люди хочу? Мира, Да? да. Какая сторона мира? Я не понимаю вас. Это территории, местные люди, какой страна они хочу? Украина? Какой страна? Да. Не знаю, это у каждого нужно спрашивать. Но я думаю, в Украину уже никто не хочет, это очевидно, из-за этих событий. Никто не хочет, я думаю. Ну, я говорю о себе, там уже нужно опрос проводить, может, у людей. Ну, мы как раз ремонт затеяли. Хотели потолок клеить. Вот, хорошо, что еще не доделали. Можно сказать, как это момент был? Где вы были? Я стояла вот здесь, вот тут. Я не знаю, он стреляла на улице. Я тут стояла, доставала тут свои вещи с ящичка и почувствовала, как мне на голову посыпалась штукатурка. Ну и все, я все бросила, побежала к детям в комнату. Мы там сидели, сюда не выходили. Ну, пыль стояла, то есть все рухнуло, пыль пошла туда в комнаты. Вот. Когда утихло уже, я вышла и посмотрела тут, уже и потом на улице. Можем показать, где дети спят? Да, пойдемте. Ну, у нас комнатки маленькие, можете не разбываться, потому что все равно все грязно. Но детки тут спали у меня. Ну, вот комнатка. Вот там дети спали. И украинский государство сказал, они не стреляют на гражданские, они сказали, они только стреляют на военные. Они много чего говорят. Это не означает, что им нужно верить. Как я видел, это не военные, да? Естественно. Вот у нас, ну, фотка это старший. Младшую еще не распечатали фотография. Вот фотография тут моей доченьки там из садика еще. Ну, как раз и собирались, мы уже с самого утра не можем убрать. А вы можете посодействовать как-то может, нам кто материалы выдаст, или вы не имеете с этими людьми? Мы делаем огласку, за счет этого реагирует Красный Крест и прочие инстанции. Не, нам, когда в 2015 году у нас было попадание, но у нас полностью крыша горела по всему дому. Нам Красный Крест выдал шифер, в общем, все необходимое А это выдал. вот от обстрела что прилетело, то, что сверху обсыпалось, да? Вот это? Да. Ну да. Который вот... И вот это? Это осколок, да, вот так пробил и вот сюда насквозь. осколок. Да, ну там приехали, сказали, что там осталось хвостовик внутри. Его не стали доставать, ну он этот. Он далеко. Сколько раз твой дом стреляет? Это уже второй раз. Первый раз в 2015 был обстрел. У нас горела крыша. Вот. Красный Крест нам выделил материал, и мы сделали все с Божьей помощью. Ну вот, 2 года простояла крыша, повторно случилось. Но так как материалы дорогостоящие, я надеюсь, что нам повторно, может быть, выдадут материалы для этого. Красный Крест или государственный, или кто? Ну, я буду рада любой помощи. Вы сами знаете, сейчас цены очень высокие. У нас 2 деточек. Ну, как и всем, не только, я не жалуюсь. Всем тяжело, у всех свои проблемы. Но если будет такая возможность, то было бы хорошо. Он раненый, да? У него лапка повреждена под глазиком и из носа кровь Крыша идет. разбитая. Нет, Сколько лет вы? половина.
Сколько лет ты? 8. Не, ты. Тебе сколько? Мне 8. Ты уже в школу пошла, наверное, да? Да, я в 3 класс хожу. А ты дома была, да, когда случилось? Да. Расскажи, что ты запомнила. Ну, я запомнила, что я проснулась, и было слышно сильно. Когда первый раз очень громко было, а второй было к нам попадание. И мы убежали с мамой и с моей младшей сестрой. А где вы прятались? В зале там меньше стекол. Часто стреляют у вас? Ну, как сказать, не сильно. Иногда часто, иногда нет. Как тебя зовут? София. Что это? Это кусок от бомбы. Снаряда. Как вы чувствуете? Почему украинский стреляет здесь? Почему они стреляют? Да. Делать им нефиг. Зачем это делать? Я вообще не могу понять. Ну, как бы, идите к себе домой, там стреляйте все друг друга. Мы, при чем тут вообще мирные жители? Ладно, военные, когда воюете между собой. Ну, а мы, мирные жители, вообще не могу понять, почему обстреливают мирных жителей. Мы, дети в школу ходят, жены детьми занимаются, работаем, стараемся, строимся, облагораживаем и все разрушаем. Разрушают. Ну, вообще не могу понять. Твоя дочка 8 лет, да? Да, 8. So, она только был один, когда война началась, да? Был год и 3 месяца. Да? Была, да. So, она, в принципе, не знает, что это без войны, да? Да. Тяжело. А мы такие слушали тут обстрелы, что мама не горюй. Очень много обстрелов всяких было. Еще только что здесь немного. Да? Да, это далековато. And now we're going to move on to the next location. We've got all the information we can here, so we're going to try to find the injured and just find exactly what happened this morning, just before 7 o'clock, right when everybody was waking up to go to the elections. Okay, well, it seems like this home might be vacant, as a lot of the homes here on, and it seems like this home might be vacant, as a lot of the homes here in this war-torn neighborhood are. But we found the fresh impact here on the roof. This is the address, and the next home that was one of the 7 that were supposedly hit this morning. So we're going to talk to the neighbors and see what information we can find out about this moment when they came down. У нас пострадавшая собака, дом, машина, Покажете? гараж. Хорошо, мы за вами следуем. Вот здесь было попадание в середину прям. Ого. Вот это вот все у нас, все разбито, все побито, вот осколками посекло. Ага. Вот одно стекло, вот второе стекло. Вот 3 стекла. Вот стены все. Вот там стены в гараже. Окно в гараже. Машина в гараже побитая. Что это? Это кровь. По всему двору кровь. И стены в крови. И все это ранена собака. Возили в ветеринарку. А, это за собака. Это собака. Да. Это собака. Вот чудом осталась дочь жива. Была там, в другой комнате. Можно сказать, как это момент был? Момент это был. Это 10 минут 8-го был обстрел. Хотя он начался в 6 часов утра. И так каждый день. В 6 часов, в 5 часов начинаются обстрелы. Вот. Или вечером. В 5, в 6, в 7 вечером. Все время идут обстрелы. И сейчас особо увеличились. Вот дочь 3 года восстанавливала дом.
после 2014 года. В 2014 было у нее повреждения, все стекла, вся крыша, все, двери, вся мебель, все разбито было. Вот 3 года восстанавливала. На прошлой неделе только крышу сделали. Вот результат сегодня. Это связано как-то с выборами, как вы думаете? Ну, я ж не знаю. Это ж виднее, наверное, кому? Украинским, наверное. Скажите, только ваш дом пострадал или еще какие-то? Здесь много домов пострадало. Значит, рядом вот это, что непосредственно взрыв был. Здесь, вот через дорогу, здесь 2 дома. На следующей улице, 39-й, по-моему, дом на Васильченко. На Шверника, там тоже на следующей улице пострадал дом. На Колхозном, там 2 мужчины пострадали возле 9-этажки. Один, вроде как говорят, уже умер. Потому что осколочное ранение было в голову. Как вас зовут? Нина Петровна. А где мы находимся, по какому адресу? Мы находимся Энгельса, 26. Можно сказать, откуда это стреляет? Ну, судя по траектории полета, как вот здесь вот, это вот у нас Пески, Водяная, вот это с этой стороны. Ну, то И есть кто там? оттуда. Это украинский? Это украинские, я считаю, это украинские только. Больше кто у нас будет стрелять? Мы сами себя не стреляем сами в себя. И почему ты думал, может быть, украинский будет стрелять на гражданский? Не поняла. Зачем по гражданским стреляют? А вот вы у них спросите как-то. Вы же, наверное, иностранец. Вы же и там на Украине бывает. Вы спросите у них, зачем они стреляют по нам. Вот у меня дом в 2015 году разрушен полностью. 2 снаряда 1 в 1, и дома как и не было. Сейчас мы живем в летней кухне, потому что мы даже не можем позволить себе общежитие, где у нас подняли цену до 4000. И украинские войска, они, и украинские государства, они сказали, они не стреляют на А гражданский. кто стреляет? Мы сами себя стреляем. Ну, это как они сказали. Ну вот как вы думаете, мы сами себя стреляем? Не. Мы сами себе вот это вот разрушаем, восстанавливаем и сразу тут же разрушаем. Ну такого же не может быть. Это же любой нормальный, здравый человек, если подумать, такого не может сказать. Такого же не может сказать нормальный, здравый человек. Мы друг друга будем стрелять. Мы тут ходим, все уже готовы друг друга куском хлеба делиться. Потому что все пострадавшие в основном. Это вот здесь вроде так хорошо, по улице, по центральной, вроде как даже с той стороны не видно разрушений. А вы вот пройдите чуть дальше, вот школа 50-я, там тоже губы накрасили, сверху вроде ничего. А дома-то все разбиты. По улице, я живу вот по улице там, у нас живет 3 семьи на всю улицу. В основном разрушены полностью дома. И сколько это может продолжаться? Никто нам на этот вопрос не может ответить. Никто. Никакой управы, наверное, нет на них. Что надо за война? Что надо? Надо, чтобы не стреляли, чтобы оставили нас в покое. Землю мы свою не отдадим. Мы здесь родились. Я здесь 67 лет прожила на этом поселке. Я почему какому-то должна, который приехал неизвестно откуда, отдавать свою землю? Почему я должна? Я здесь выросла, я здесь проработала 50 лет. И на старости лет мне вот такие вот подарки они преподносят. Они сказали, это украинские территории. Украинская территория. Вы знаете, я когда родилась, у меня в паспорте было написано «россиянка». Потом вдруг я стала украинка. С каких дел, я не знаю. Ну, потому что нам украинскую территорию, вроде как украинские паспорта нам дали. И написали «Украина». У меня мать была русская, отец был русский. Приехали сюда на восстановление шахт во время войны. Когда освободили Донбасс, они приехали сюда. Отец отслужил, был ранен на войне. И приехал на восстановление шахт. И я здесь родилась. И всю жизнь здесь прожила. И теперь я должна все бросить, освободить вот эту землю, чтобы они ее кому-то продали. Что местные люди хотят? Какой страна это? Какой страна мы сейчас, как местные люди сказал?
Какая страна у нас сейчас? Да, какой страна? Какой мы става? Русский, ДНР, украинский? Какой? Мы сейчас вообще между небом и землей, получается. Между небом и землей. Украине мы не нужны, России, получается, мы не нужны. Вот наша ДНР. Вот наша ДНР. Но почему-то за нас никто не думает, что мы здесь страдаем. И каждый день страдаем. Каждый день. Это не то, что там, а каждый день. Уже 8-й год. Вы думал, это возможно, здесь будет Россия или нет? Вы знаете, все жильцы, в основном вот наших поселков, уже не могут дождаться, когда же признает нас хотя бы Россия. Говорят. Мы ждем этого. Но почему-то никак не можем дождаться. Потому что украинцам мы не нужны. Я ничего против них не имею, ничего против жителей Украины. Я их люблю всех. У меня там и не родственники, кумовья вот остались. Буквально 2 километра. У меня кума живет на территории Украины. Мы с ней не видимся 8 лет уже, потому что мы не можем друг к другу поехать. Вот, но мы не нужны на той стороне почему-то. Не нужны. И России тоже, оказывается, мы не нужны. Почему? Почему нас Россия не признает? Почему? Уже сколько? И российских паспортов уже получили куча. И все. Но почему нас не признать? Почему? Мы же должны тоже жить как люди. Мы же не хуже других. Не хуже тех же жителей, которые живут в Киеве, которые живут в Херсоне, которые живут в Харькове. Ну почему нас обстреливать? Ну не нужны мы, оставьте нас в покое. Оставьте нас в покое. And we can see this is another civilian home where there are no military personnel, but yet Ukraine says they don't shell civilian homes or civilian areas. When we just heard from the one woman that she says she thinks her neighbor has died from his wounds this morning. Something needs to be done. Something needs to stop the Ukrainian government from shelling civilians. This has been going on for too long. I brought you hundreds of reports on war crimes from the Ukrainian government. Something needs to stop this now. И шоу. И Патрик Ланкастер. А это Патрик, он блогер. Понял. Мы тоже подубрали, тут все завалено было. Доски, профиль, мусор. Вон на шторах видно горело. Сейчас. В стекле осколок, тройной стеклопакет. Диван пробило, диван стоял у стены, вон дыра, вон там дыра от хвостовика. Встали сегодня где-то 20 минут 7-го. Вот это мое спальное место, тут я спал. Как раз сюда зашел хвостовик от удара, как раз вот место, где голова обычно. Ну, наверное, Бог отвел. Около 7 начался обстрел. Я жену сразу в подвал, младший за ней. Я не успел 2 метра до подвала дойти. В этот момент приход, чем-то меня по спине, я упал, голову поворачиваю, тут горит это все. Ну, доскочил до щитка, отключил электроэнергию, шлангу, отбросил лестницу и полез на чердак тушить. Младший подскочил, потушили, приехали пожарные. Ну, вот, в 2 словах так. А потом уже начали осматривать все эти разрушения. Здесь побито, второй снаряд лег в огороде. Ну, не снаряд, это 120-я мина, как сказали взрывотехники. Приезжали, изъяли этот хвостовик. Побило сильно в ту сторону, побило здесь, побило технику, побило... Ну, мы 2 пенсионера. Как это все восстанавливать? Ну, что-то, помощь какая-то будет, наверное. Не знаю. Несущую балку перебило, лаги перебило, много чего. Я пока не знаю, руки куда прикладывать. Начали разгребать этот мусор, начали он выносить на улицу. Как жить в этом всем? Небо видно, не дай бог дождь. Только ваш дом пострадал или еще как? Нет, у нас соседей 37-й прилет,
26-й дом на Энгельса, на Васильченко, на проспекте Кремлевском и на Шверника, если я не ошибаюсь. Это пожарные говорили. А раненые есть? Да, есть 3, насколько я знаю. 1 в ногу, по-моему, 1 в спину, 3 не скажу куда. 3 мужчин. Как вас зовут? Евгений Владимирович. А где мы находимся? Энгельса 39. Донецк, да, конечно. И откуда это стреляет? А вот смотрите, если хвостовик стоял вот так, вот направление туда, скажите мне, что у нас там? Там Девка, да? Там Пески. А, Пески, да. Там Пески. 120-я мина. Я небольшой специалист, но взрывотехники, когда смотрели, сказали, что это выпущено из Ноны. Ну, не верить. И Пески это только украинский, да? Да, ну а как? Вы верите, это украинский стреляет на твоем доме? Я верю, что это Украина стреляла. Вопрос зачем, кому я насолил. И как вы думали, почему они стреляют на гражданский? Наверное, уничтожить нас хотят. 8-й год обстрел идет. Я не уезжал отсюда ни на один день. В 2015 году, когда прилеты были в основном по соседям, у нас осколочные были все. Ну, восстановили мы дом. Ну вот с 2015 года опять. Вопрос, зачем, кому? Они сказали, они не стреляют на гражданский. Значит, мы сами в себя стреляем. Ну как? А это чистый гражданский поселок, да? Военный нету? Откуда тут военные? Гражданский поселок, женщины, дети, старики. Мне 56 лет, я пенсионер. Жене 57, она пенсионер. Она медик, я бывший милиционер. Я с 2006 года на пенсии. Ну, какие военные? Откуда тут военные? Просто не двигаться, вот так вот, да? And here we are again at another civilian home where the residents again say there's no way that it was shot by anyone else than the Ukraine army. The Ukraine army is continuing to randomly shell these civilian areas and it needs to stop. Someone needs to step up and stop them. It's been going on for too long. This can't continue. Вот пыль яблоки ветки это волной принесло. Вон разломанные ворота деревянные поразлетались по огороду, а вон сама вороночка. Вот, смотрите. Ой. Ну вот оно зашло. Вот. Скажите мне, что в той стороне? Вы сказали за люди, которые не знают. Ну, я говорю, ну вот направление полета. Вот оно пришло оттуда. В той стороне Пески. Ну, Это только еще? украинский. А кто? Ага. А кто там? Кто на той стороне? И как далеко они там? Да недалеко, я не знаю, до 5, может быть, километров, может, ближе. Ага. А, Просто стреляет был, да? Ну, там вторая попала. Ну, вон, Антон. Взрывная волна. Сейчас. Так. And another civilian home hit by Ukrainian shelling. I mean, I can't, give you the same speech every home we're at, but you hear the same speech from the residents that it was Ukraine army that shelled their civilian neighborhood. They say there's no army here. Do you see any army here? There's no soldiers here. These are civilians, elderly people, children, under daily attacks from the Ukraine government. Где-то после 7 часов началось. Сперва Кремлевские обстреляли, там дальше взрывы были. А потом минут через 20, вот это к нам, 6 или 7 прилетов было. Какие последствия, какие у вас разрушения, расскажите? Ну вот сарай разбило, крышу, стену, стекла. Тут побило осколками крышу, у нас в доме это мелкими. 2 окна вот это повылетали в хате там внутри. Не внутри, оно и снаружи, и снутри, двойные. Ну а так, какие еще? То мелочи, душ, посекло душ, это мелочи, бак. Только у вас разрушения или у соседей тоже? Ну, соседи вот это бы видели, фронтон. А что там внутри, я не знаю. Ну, и все проезжали, смотрели. Раненые, погибшие есть? Нет, слава богу. А вообще на поселке раненые есть?
Ну, не слышал. Что, вроде бы таких и нет. Есть. Есть, да? Там вот, Точно 3 ранено, может 1 уже умер. говорили, где-то там вот, на Кремлевском. Сильно стреляют в последнее время? Сильно. Ну, как? По утрам, по вечерам бывает. Когда как? Какое настроение у них? Как вы думаете, это связано с выборами? Вполне возможно. Пало у вас что-то там. Окошко лазит. И откуда это стреляет? Ну вот отсюда вот с Песок или за Веселого. Потому что, когда стреляют, слышно выстрел был, глухо-глухо. И потом слышно, как мина летит, гудит. И кто там? Кто стреляет? Ну кто стреляет? Я думаю, что это с украинской стороны стреляют. Оттуда ж летит, их территория там. И как, зачем, как вы думаете, почему украинский стреляет на гражданский? А это вы у них спросите, почему. Они ж стреляют. Я за их мозги не могу отвечать. Они сказали, они не стреляют на гражданский. Ну как это не стреляют? А это кто? Пусть придут, посмотрят, откуда стреляют. И прилет-то оттуда был, с той стороны. ОБСЕ был здесь? Не был. МЧСовцы были, а ОБСЕ не было. А что им тут делать? Как вас зовут? Владимир Григорьевич. А где мы находимся, по какому адресу? Донецк. Улица Энгельса, 37. Звонили. Right now we're in Hospital 21 and we're going to be speaking to one of the people that were injured by today's shelling from Ukrainian positions. Александр Ружов. Можете представиться, как вас? Артем, Москалец Артем Георгиевич. Расскажите, что произошло. Что утром сегодня я шел на работу в 7 часов утра. По пути остановился перекурить перед остановочкой. Вот. Что еще раз? Момент, смотрите. Остановился перекурить. Значит, начался прилет. Вот. Первая мина как раз таки нас и зацепила. В ногу попала мне. Вот. Товарища посерьезнее там раны были. Вот, тяжелый. Сейчас оперируют его. Травматология до сих пор. Это у вас насквозь прошел осколок. Да, это бедро насквозь. Ну, у меня мягкие ткани там особо, можно сказать, царапины. Вот у него, да, серьезно, и почка разорвана, и состояние тяжелое. Еще до сих пор я его как тяжело оперирую. Еще даже не в реанимации. Кто скорую вызывали? Ну, понятное дело, скорую, полиция приехала, МЧС. И сколько было ранено, как вы знаете? Двое было, ну, при мне был еще мой товарищ, а третий, не знаю, я это уже узнал недавно, мужчину убила. Одной из этих 3 мин 63-го года, но это я сейчас уже здесь узнал. Вот как-то так. Сильно стреляют в последнее время у вас? Да, усилились, обстрелы усилились. Чаще. Как вы считаете, с чем это связано? С выборами, думаю, попытка сорвать выборы или что-то такое. Вы думаете, не хотят так отомстить? Не знаю, что они хотят. Знаю, что нам надо, мир нам нужен. И как вы видите, откуда это стреляет? Какое направление? Направление было как будто за шахты. Из-за шахты. Вот это только Пески. По направлению, да, по Красноярскому шоссе. А там, откуда именно стреляют. Выстрела я не слышал. Я уже слышал свистящую мину, подходящую, прилетающую. И как я понимаю, только украинский става там, да? Ну, да. Наши. А можете ранение показать? Подснимать?
Как вы чувствуете, почему украинские стреляют на гражданский поселок? Что еще могу сказать? Гражданский поселок. Запугать мирное население. Ничего еще. С утра пол-восьмого, как начали. Стреляют в нас с утра, запугать. Чтобы целый день прошел на смарку. Вызывает. 5 минут до послания. До свидания. Можем представиться себя? Дежурный хирург Любочин Андрей Геннадьевич. Расскажите про раненого. Значит, сегодня утром было доставлено 2 раненых, где-то в начале 8 утра. Один из них остался у нас, второй был направлен в областную травматологию. Там сочетанная травма, более тяжелая, возможно повреждение нескольких областей. Вот, осмотрен, первая помощь оказана в скорой помощи, и он направлен в областную травматологию. Второй больной остался у нас в условиях нашей больницы, прооперирован, легкая степень травмы. Ну, в принципе, сейчас находится в палате в удовлетворительном состоянии. Только был 2 раненых, да? К нам доставили только 2. Ага. Мы слышим, может быть, 3 раненые, 1... Насколько я слышал, 4, потому что мне звонили по поводу еще одного раненого. Ну, там голова, как мне сообщили, но его не доставляли к нам, потому что с головой к нам не привозят. У нас другого профиля. Вы знаете, если все жить, или мы слышим, может быть, один уже умер? Да, я тоже слышал, что еще один раненый, тоже голова, с головой, раненый в голову, вроде бы, я не знаю. Подтвердить я не могу. К нам не доставляли. Сейчас посидите под темочкой делаем. А тот, который пациент у вас, как он долго теперь будет лечиться? Как что еще? Как долго будет лечиться теперь? Ну, осколочные ранения имеют свойство иметь осложнения. Поэтому, если мы будем уверены, что все идет нормально, тогда он будет амбулаторно дальше долечиваться. Ну, осколки у него уже изъяты, да? Осколки изъяты из раны. Вы знаете, там на вылет. То есть осколок прошел в мягких тканях и вылетел. То есть я его не нашел ни на рентгене, ни интраоперационно. Ну, это лучше, конечно. Ему повезло, очень повезло. Ближе время вас здесь много раненых отстреляют? Не, на данный момент у нас раненый 1 пока. Нет, это за все время? За все время? Нет, последние несколько месяцев. Как это В крайнее время там много поступило с ранениями? Не, последнее время нет. Вообще нет. Последнее время нет. Спасибо. Well, we got all the information possible from the victims themselves, their homes, and the hospital. So now we're back in the center of Donetsk, pretty far away from the front line itself, several kilometers that is. And we're going to get the information from the Donetsk People's Republic Army. We're going to see the daily and weekly summary from Edward Basurin, the spokesperson for the Donetsk People's Republic People's Militia, as they call it. So we should get the official information from them, their official information. So you have everything we see. This isn't information we're just saying. These are the facts from the people that it happens to. So this should be interesting. С начала текущих суток боевики 16-й батальон 58-й бригады нанесли минометный удар 20 минами калибром 120 мм по поселку Шахта-Октябрьская, это в городе Донецке. В результате обстрела получили ранения 3 мирных жителей. 2 мужчин 1987 года рождения и 1991 года рождения, проживающие по адресу проспект Колхозный 1А. И мужчина 63 года рождения, проживающий по адресу Васильченко, 37. Также минометным обстрелом повреждены жилые дома по 7 адресам по улице Васильченко, Энкельса и Шверника.
And that was the representative of the Donetsk People's Republic People's Militia, Edward Basurin. And you can see he pretty much mirrored the information that we got from the residents that lived under this morning's shelling. We have brought you all of the information we can. The residents, the people that were injured, the doctors, the militia that is fighting the Ukraine army. We showed you everything possible, so now it's up to you to see who is shelling the civilians here in Donetsk. You decide with all the information that we show you. We don't give you any narrative pumped in our reports. We give you the facts that we see like no other Western mainstream media will. You won't see this on any news in the United States or Europe. They just don't show you this information. So you decide on your own. This is important stuff, and the world needs to know what's happening. Like this video, share it across all social media, and remember, we're totally independent, crowd-funded journalists, so you can support our work with the link on the screen or in the description. We're out.